Можете ли вы представить страну, которая ежегодно строит более 20 тысяч мостов, и при этом такой масштаб и темп вызывают восхищение у всего мира? Это страна Китай. Гигант, который не только вкладывает огромные средства в развитие инфраструктуры, но и постоянно устанавливает новые технические рекорды, ранее считавшиеся невозможными западными экспертами. Что делает Китай похожим на мощный прилив науки и амбиций? Безумие творчества, скорость реализации и, самое главное, непоколебимая воля пересекать границы возможного. Но что стоит за этим успехом? Как страна, которая всего несколько десятилетий назад считалась отсталой, сегодня способна покорять море, преодолевать глубокие ущелья и соединять самые высокие горы. Все это благодаря силе своих мостов. В этом видео мы отправимся в путешествие по миру грандиозных мостов Китая. Мира, где технологии, смелость и воображение достигают новых высот. Амбиции Китая в строительстве гигантских мостов – одни из самых впечатляющих достижений 21 века. Если есть область, в которой Китай не только догнал лучших в мире, но и давно превзошел ведущие технические страны, то это строительство мостов. От ледяных вершин Тибета до штормовых заливов, от глубоких ущелий до непроходимых болот, Китай превращает самые сложные ландшафты Земли в гигантские площадки для инженеров-мостостроителей. Но что особенно впечатляет, это не только количество возведенных сооружений, а их техническое совершенство и скорость строительства, которая ошеломила весь остальной мир. Пока в других странах проект по созданию моста зачастую занимает десятилетия, Китай реализует такие шедевры всего за несколько лет. Эти сооружения больше, чем просто инфраструктура. Они символизируют технологическую мощь страны, смелый дизайн и непоколебимую волю преодолевать природные ограничения. Амбиции Китая не ограничиваются лишь соединением городов или провинций внутри страны. Эта страна простирается на несколько континентов. Ее мосты связывают не только берега, но и целые народы, создавая мосты дружбы и сотрудничества. Каждый такой мост становится символом глобального взаимодействия, воплощением стремления Китая к прогрессу. Все это построено из стали, конкретных решений и человеческой изобретательности. За несколько десятилетий Китай превратился из развивающейся страны в ведущую мировую державу в области строительства мостов. С каждым новым монументальным сооружением он посылает миру тихое, но уверенное послание. Посмотрите на наши мосты, и вы увидите, как строится будущее день за днем. Мост Гонконг-Чжухай-Макао – это конструкция, которая оставляет науку безмолвной. Расположенный в одном из самых оживленных и важных морских регионов Азии, этот мост гораздо больше, чем просто транспортный маршрут. Это гигантское сооружение, признанное самым длинным морским мостом в мире, протянулось более чем на 55 километров и соединяет 3 ключевых экономических центра. Но настоящее чудо скрыто под поверхностью воды. Подводный туннель длиной 6,7 километра проложен под дном моря и свидетельствует о невероятной точности, поражающей даже экспертов. Каждый отдельный сегмент туннеля, отлитый из бетона, весит около 80 тысяч тонн, что примерно соответствует весу авианосца. Несмотря на огромную массу, эти гигантские компоненты были установлены в экстремальных условиях, в сильных течениях и на нестабильном морском дне, с невероятной точностью с допуском менее 2 сантиметров. То, что казалось невыполнимой задачей, китайские инженеры реализовали поразительным образом. Строительство моста Гонконг-Чжухай-Макао началось в строго контролируемом сухом доке, где стальные конструкции тщательно сваривали в устойчивые леса, затем заливали высококачественным бетоном и закаляли с использованием новейших технологий. Системы распыления тумана, ультразвуковые проверки и специальные защитные слои из водонепроницаемого полиуретана обеспечивали, что каждый элемент сможет выдержать экстремальные условия под водой. После завершения строительства огромные бетонные детали, оснащенные цифровыми навигационными системами, аккуратно вытащили в открытое море и по частям опустили на морское дно. Водолазы и инженеры подбирали каждый компонент с точностью до миллиметра, что требовало абсолютного совершенства при работе на глубокой воде. В конце процесса использовали стабилизацию гравием, геотекстиль и массивные каменные корзины для предотвращения эрозии в долгосрочной перспективе. Внутри туннеля установили современные системы безопасности, пожарную сигнализацию, датчики контроля конструкции и высококачественные асфальтовые покрытия шнёстё. Все для обеспечения безопасности и комфорта. Этот скрытый коридор через океан сократил время пути между Гонконгом и Макао с 3 часов до всего лишь 30 минут. Но значение моста выходит далеко за рамки экономии времени.
Он стал стратегическим центром, охватывающим весь регион дельты Жемчужной реки, делая страны региона еще ближе друг к другу. Этот проект посылает миру мощное послание. Китай давно перестал быть просто развивающейся страной. Он вышел на передний край глобальной инфраструктурной конкуренции в 21 веке и показывает всему миру, что возможно, когда люди и технологии работают вместе. Мост Бэйпаньцзян – это место, где воля преодолевает ущелья. Когда речь идет об океанах, они считаются эталоном технического мастерства. Но головокружительные ущелья и недоступные речные долины представляют собой финальное испытание для человеческой инженерии. И Китай выдержал это испытание, дав ответ, который столь же смелый и захватывающий. Бэйпаньцзянский мост – один из самых высоких мостов в мире. Расположенный на юго-западе Китая, в регионе с труднодоступной местностью, он достигает высоты 565 метров над глубокой долиной, примерно как 200-этажный небоскреб. Стоя у этого сооружения, ощущаешь, что весь мир лежит у ног. Когда проект был анонсирован, западные эксперты отреагировали с насмешкой и сомнением. Некоторые утверждали, что на строительство такого моста ушло бы 3000 лет. Но Китай доказал обратное. Менее чем за 3 года невозможное стало реальностью. Колоссальные проблемы – туман, сильный ветер и крутые скалы – не остановили инженеров. Этот мост стал ярким примером того, как смелость и инновации позволяют преодолевать самые сложные природные препятствия. Установка столбов там в середине ущелья была невозможна, поэтому инженеры решили построить подвесной мост с вантовой технологией. Элементы моста, каждый весом более 160 тонн, это эффектная конструкция, в которой отдельные части весом около тонны поднимаются вертикально по частям и с точностью до миллиметра монтируются в самых неблагоприятных условиях. Не только сборка этого сооружения стала шедевром логистики. Транспортировка огромных компонентов через узкие извилистые горные дороги требовала креативности и точности. Это было похоже на сборку гигантского пазла прямо в небе. Используемая специальная сталь выдерживает давление 1860 мегапаскалей. Она устойчива к чрезвычайно высокой влажности и ветровым нагрузкам. Стальные тросы длиной 250 метров, соединяющие проезжую часть с 2 главными башнями, по своим характеристикам сравнимы с связью между Нью-Йорком и Вашингтоном, производством округа Колумбия. Но этот мост не только о цифрах и технологиях. Он имеет жизнь и смысл. Миллионы людей кардинально изменились благодаря ему. Там, где раньше требовались опасные путешествия по узким горным тропам, сегодня дорога занимает всего около 60 минут. Этот мост открыл новые возможности для региона, для торговли, образования, здравоохранения и будущего. Стоимость строительства составила около 1 миллиарда юаней. Это не только архитектурное чудо, но и символ того, что возможно, когда технология сочетается с решимостью. Он не только соединяет 2 берега географически, но и становится символом надежды, мужества и непоколебимой веры в то, что даже самые глубокие пропасти можно преодолеть. Мост через залив Ханчжоу – это настоящий технический шедевр, который превзошел все ожидания. Когда-то этот залив считался непреодолимым препятствием из-за своих бурных приливов, непредсказуемых подводных течений и мощных волн, которые оставляли поколения инженеров безуспешными. Но Китай сделал невозможное возможным. Построил один из самых длинных морских мостов в мире – мост через залив Ханчжоу длиной 36 километров, соединяющий города Нинбо и Шанхай. Он сокращает многократное путешествие с нескольких часов до менее чем часа. Однако самое впечатляющее в этом сооружении – не только его протяженность, а то, что он преодолел. Силу природы, которая раньше казалась непреодолимой. Чтобы противостоять агрессивной соленой воде, сильным течениям и морской коррозии, китайские инженеры использовали специально разработанные стальные балки, новейшие антикоррозионные технологии и собственную строительную технику. Триумф там, где раньше были только неудачи. Но настоящая сила китайского мостового чуда скрыта в его полной автономии. В отличие от других стран, которые полагаются на импортные компоненты, Китай решил все делать самостоятельно, от планирования и производства до сборки. Например, во время строительства моста Гонконг-Чжухай-Макао все компоненты, краны и транспортные суда были разработаны и произведены внутри страны. Эта независимость снижает затраты и обеспечивает исключительную точность и скорость работ, без аналогов в мире. Яркий пример – мост Цинма в Гонконге. Для этого сооружения было использовано более 420 тысяч тонн специальной стали,
что достаточно, чтобы построить более 60 Эйфелевых башен. Но эта сталь не только прочная, она также обладает высокой устойчивостью к соленому морскому воздуху, что защищает структуру от преждевременного износа и продлевает срок службы. В то же время Китай проводит революцию в своих строительных процессах, внедряя интеллектуальные технологии, модульную конструкцию, робототехнику для сборки тяжелых деталей и мониторинг зданий в режиме реального времени с помощью датчиков. Все это адаптировано под уникальные географические условия, будь то высокие горы, низменности или побережья. Эта технологическая самодостаточность не только вопрос эффективности, но и стратегического преимущества. Она позволяет Китаю одновременно запускать сотни проектов по строительству мостов, не полагаясь на цепочки поставок или внешних поставщиков. Там, где другие еще только планируют, Китай уже построил по всей стране как хорошо отлаженный механизм. При более глубоком рассмотрении эта независимость больше, чем просто инженерное достижение. Это тихое, но весомое заявление. Китай больше не учится у других. Он сам создает будущее. Китайские мосты – это не только инженерные достижения, но и мощные символы перемен и надежды. Особенно ярко это проявляется в отдаленных горных районах, где такие сооружения преодолевают географические барьеры и кардинально меняют жизнь местных жителей. Эти мосты открывают двери в новый мир, сокращают школьные маршруты, обеспечивают доступ к медицинской помощи и создают новые экономические возможности. В условиях тумана и ущелий становится ясно, что мост – это не просто конструкция, а символ надежды, связи и будущего. Китайские мосты – это больше, чем каменные или металлические сооружения. Они воплощают справедливость, видение и молчаливое обещание. Никто не останется позади. Особенно трогательны те мосты, что спрятаны в сердце нетронутых горных ландшафтов. Там, где раньше были только ветреные, узкие каменистые тропы и глубокие пропасти. Эти связи меняют жизни людей, превращая труднодоступные уголки в места с новыми возможностями и надеждой на лучшее будущее. В течение десятилетий такие провинции, как Гуйчжоу и Юньнань, считались экономически отстающими, слишком удаленными и труднодоступными. Часы езды на несколько километров, ограниченный доступ к образованию, медицине и рынкам – все это было реальностью для миллионов людей. Но затем появились мосты. Тихо, но твердо они нарушили тишину долин и открыли новое будущее. Эти инженерные сооружения стали мостами к развитию, возможностям и надежде для тех, кто раньше был отрезан от прогресса. Особенно впечатляющий пример. Мост Пиннань-53 – один из крупнейших орочных мостов в мире. Хотя он может не обладать великолепием морского моста, его значение для жизни местного населения трудно переоценить. Построенный среди крутых горных троп, этот мост сокращает маршруты, открывает торговые пути и развивает туристический потенциал. Все, что раньше казалось невозможным. Но самое важное, его влияние проявляется в повседневной жизни. Мать, заботящаяся о больном ребенке, теперь может доставить его в больницу менее чем за час. Молодой человек больше не вынужден выбирать между образованием и домом. Отдаленная горная деревня сегодня принимает гостей со всего региона. Эти мосты, часто остающиеся вне внимания СМИ, играют ключевую роль в борьбе с бедностью, стимулировании регионального развития и сохранении человеческого достоинства там, где без них прогресс был бы невозможен. Китай осознал. Инфраструктура должна развиваться не только в сияющих мегаполисах, а именно в забытых краях. Именно там мосты становятся чем-то большим, чем сталь и бетон. Они – выражение стратегического мышления и этического обещания. Никто не должен остаться позади. Мосты, которые спасают целые страны, это тихое наступление Китая на мировой арене. Его сила наведения мостов не ограничивается границами страны. Она распространяется по всему миру, показывая свою эффективность там, где надежда давно угасла. Один из самых впечатляющих примеров – это мост Падма, символизирующий надежду и прогресс для Бангладеш. Эта страна, страдающая от частых наводнений и прорезанная реками, долгое время сталкивалась с проблемами инфраструктуры, которая терпела неудачи из-за своих ограничений. Река Падма, одна из самых мощных и бурных в Южной Азии, разделяла страну, словно рассекала ее душу. Мечта пересечь ее по мосту существовала давно, но она казалась слишком рискованной, дорогой и сложной. Международные инвесторы колебались и уходили, а мечта грозила навсегда остаться недостижимой. Все изменилось благодаря усилиям Китая, с мужеством, технологиями и волей сделать невозможное возможным. Благодаря китайским инженерным решениям и поддержке мост Падма стал реальностью. То, что раньше считалось нефинансируемым риском, теперь стало спасательным кругом для всей нации.
Сегодня этот мост не только соединяет важнейшие регионы Бангладеш, но и создает торговые пути в соседние страны, стимулируя экономический динамизм. Все это казалось немыслимым еще недавно. Этот проект стал ярким примером того, как инфраструктура может менять судьбы целых народов и открывать новые горизонты развития. Для народа Бангладеш этот мост – это не просто бетон и сталь. Это символ, знак того, что мечта и прогресс не должны оставаться пустыми обещаниями. Он воплощает надежду на будущее, на развитие и объединение. Для Китая же это гораздо больше, чем просто экспортный проект. Это тихое, но убедительное доказательство его глобальных амбиций. Не только машины, материалы и технологии экспортируются за границу, но и решения, будущее и доверие. В мире, где многие все еще полагаются на устаревшие структуры власти, Китай создает связи. Там, где другие анализируют и колеблются, он действует. Мост Падма показывает, если мост соединяет две части страны, которые воссоединились после столетий разлуки, то страна в целом может иметь мечты и превращать их в реальность. И именно это делает Китай. Камень за камнем, мост за мостом. Он строит мосты не только физические, но и символические, объединяя народы и открывая новые горизонты развития. Мыслительные мосты и мечта – это образ будущего, где мосты перестают быть просто инженерными сооружениями и превращаются в живые, разумные системы. Когда гигантские мосты Китая уже сегодня удивляют мир своими масштабами, то завтра они могут стать еще более инновационными и безопасными благодаря технологиям будущего. Китай мыслит не только в размерах бетона и стали, но и в видениях. В мире, где мосты – это не просто здания, а интегрированные системы с искусственным интеллектом и интернетом вещей. Микродатчики, встроенные в каждую часть конструкции, непрерывно измеряют вибрации, температуру, влажность и количество транспортных средств, передавая данные в режиме реального времени на центральные станции управления. Еще до того, как появится трещина или материал износится, система может реагировать, предупреждать о возможных опасностях и принимать меры для защиты. Безопасность становится точностью, а точность – нормой. И это только начало. Будущее обещает мосты, которые умеют чувствовать, думать и защищать себя самостоятельно, делая инфраструктуру еще более надежной и умной. Видение Китая идет дальше, через океаны и границы. Мосты, соединяющие далекие острова с материком, и транспортные коридоры, которых человечество еще не видело, становятся реальностью. Некоторые эксперты даже предполагают, что через несколько десятилетий мы сможем ездить по мостам, соединяющим континенты, от Азии через Европу в Африку. Это не метафора, а реальность будущего. То, что сегодня кажется научной фантастикой, мосты через километровые ущелья, туннели под бушующими морями, уже реализовано благодаря усилиям Китая. Если есть страна, которая может снова осмелиться на такие масштабные проекты, то это он. В мире, где время – деньги, а связь – сила, мосты становятся больше, чем просто инфраструктурой. Они – символ технологического превосходства и инструмент геополитического формирования. Китай тихо и стратегически закладывает основу этого нового мира – мост за мостом. Самый быстрый в мире подвесной мост – мост Китая в будущее. Пока другие страны борются с внутренними железнодорожными линиями, Китай уже сделал огромный шаг вперед. С мостом Уфэншань через Янцзы страна создала первый в мире подвесной мост специально для высокоскоростных железнодорожных перевозок. Важную веху в истории мостостроения и транспортной революции. Этот мост длиной более километра не только пересекает самую длинную реку в Азии, но и объединяет две технические крайности. Гибкость подвесного моста и точность железнодорожной сети, позволяя поездам мчаться со скоростью более 300 км в час. Каждый тремор и вибрация, каким бы малым ни был, требуют строгого контроля. Китай достиг в этом казавшегося невозможным – идеального баланса между эластичностью и абсолютной стабильностью. Успех этого моста – это больше, чем просто технологический триумф. Он знаменует собой поворотный момент. Он показывает, что Китай уже не просто догоняет мировых лидеров, а устанавливает новые стандарты для глобальной инфраструктуры. С момента первого проезда поезда по этому мосту изменилось понимание темпа развития технологий и стратегического видения страны. Этот проект стал символом инноваций и амбиций Китая в области транспортных технологий будущего. С моста Гонконг-Чжухай-Макао через Южно-Китайское море, через мост Бэйпаньцзян, возвышающийся над глубокими ущельями, и через мост через залив Ханчжоу, все эти сооружения бросают вызов силам природы и являются яркими свидетельствами инженерной мощи Китая, его новаторства и непоколебимой воли сделать невозможное возможным.
Эти мосты соединяют не просто географические точки, они связывают мечты с реальностью, надежду на прогресс и человека с будущим. В мире, полном препятствий, они служат живым доказательством того, что воля человека в сочетании с интеллектом и смелостью может преодолеть даже самые глубокие пропасти. Каждый из этих проектов – символ стремления Китая к развитию и демонстрация того, что границы возможного постоянно расширяются благодаря решимости и инновациям.